Вышли мы из теплиц с дочей и ходим по территории. Здесь вот сцена. Летом всякие концерты устраивают под открытым небом. К бабочкам не пошли, там еще бабочки летают, но там опять влажность большая. И думаю, вам не снять. Самой идти к бабочкам не захотела. Вот один из лайфхаков, куда можно сходить в Москве, что посмотреть в Москве, где погулять в Москве. Так что имейте в виду, очень красивое место в центре Москвы, проспект Мира, Аптекарский огород или Ботанический сад МГУ. Приятные очень ароматы растений, такой летний оазис в любое время года. Да, в любое время года, и осенью, и весной, и зимой. Поймали, видите, купидоны. Колокола, слышите? И вороны каркают. Так, ну как же без еды? Решили показать вам и еду. Решили попозировать. Это рядом с ботаническим садом МГУ, прямо вареничное лепим и варим. Так что сейчас пойдем поедим вареников, пельмени и поснимаю вам московский фастфуд. Свежие пельмени, шоковые заморозки. Можно взять на вынос. Кстати, вот цены. Горячие или холодные? Горячие. А я можно. Сметану надо тебе? Я хочу новогодний салат. Не, сельдь под шубой. Пельмешки. Сельдь под шубой. А ты? А я хрустящий какой. Хрустящий? Да. И возьми сметану, потому что ее А не где кладут. сметана? Точно. А это что? Сметана с песто. Сметана с острым перцем. И домашний майонез. Ну, тут всякие, в общем, наполнители. Вкусно и вкусно. Что ты будешь? Я с капустой. Ты с капустой? Капуста плюс капуста. Я, наверное, тоже буду с капустой. Вот цены. Можно куриный суп заказать, настоящий чай. И вот так вот выглядят наши варенички с капустой. Мой салат. Маша еще какой-то напиток взяла. Ну как, девушка? Вкусно. Вкусная? И сколько счет нам вышел? 1200. 1200, это 2 салата, 15 вареников у меня, 10 у Маши, сбитень горячий и напиток. Большой зал. Единственная проблема — найти место. То есть мы ждали, люди очень добрые, уступили нам местечко. Вот такой вот зал. И сколько в Москве этих точек? Много, но в основном в центре. В центре. Чисто русский напиток, сбитень. Взвар трав, ягод, лимон, корица. А здесь облепиховый сбитень. Это лепка пельменей, видите? Покажу вам немножко дома на проспекте Мира. Это вот начало у нас проспекта Мира, храм Троицы. И
если идти в этот аптекарский огород, то это идти в обратную сторону. От метро Сухаревская, и вот прямо на этой же стороне будет вход в аптекарский огород. Сегодня и град шел, и дождь, и снег, все подряд. Да. Интересные объекты Москвы. Чебуречная СССР. Видите? Ой. Человек человеку друг, товарищ и брат. Лозунги какие тут. Ну, в Чебуречную мы не пойдем. На Сретенке у нас ресторан «Кочевники». И вот увидела меню на улице вывешено. Посмотрите, турецкий завтрак. На одного 900 рублей, на двоих 1400. Собери завтрак сам. Мини-мен, хумус. И печеные овощи, овечий сыр. Вот цены. Это в Москве турецкий завтрак. Это в центре. Какое чудо у нас тут. Это в центре, поэтому тут, конечно, подороже Нет, все. я имею в виду дороже, чем в Турции. Ну, и в Турции, и даже и в Москве, в других местах. Классное турецкое кафе «Бардак» на Мясницкой или на Покровке. Но оно тоже дорогое. Ну, оно не дешевое, ну, то есть по сравнению с Москвой недорогое, по сравнению с Турцией дорогое. Но там прям турки работают и готовят, там турецкое. Ну и там порции, наверное, половина турецкой. Ну, там вкусно. Вот я там была, там вкусно, мне понравилось. Хочу показать. Видите, как на нижних этажах, на первом ярусе освещалось помещение. Это плиточки, которые пропускали свет. Это мы на Мясницкой улице, замерзшая. Наши поместятся после варенья. Поместятся наши лица после вареничной. Хоть показать себя немножко, а то в основном все пейзажи и знакомство с Москвой. Сейчас идем мы к высотке на Красных Воротах. Хочу рассказать о интересной постройке. Познакомлю вас с одной из 7 высоток Москвы. Высотка на Красных Воротах. При строительстве она была отклонена на сколько-то там сантиметров, честно сказать, не помню насколько. Это потому, что под ней строили метро одновременно. И получилось, видите, как интересно. То есть сначала заморозили грунт под этой высоткой специальными такими морозильными установками, а потом разморозили грунт, и высотка стала прямо. Вот представляете, какое инженерное решение, как нужно было просчитать. Видите, какие инженеры в России. Вот такое вот здание интересной инженерной конструкции. В этом же здании расположен вход в метро. Кстати, одним из архитекторов этого здания был дед моего друга юности Леши Душкина. Да, а там уже видна вторая высотка. Это гостиница «Ленинградская» на площади 3 вокзалов. Такое вот знаменитое сооружение Москвы я вам сегодня показала. Это у нас метро, нет? Нет, это МЦД. Это электричество. Я сегодня вожу вас по садам. Сейчас мы идем в сад имени Баумана. С другой стороны этого парка Путевой дворец. Да, Царский дворец. Это был Владимирский тракт. Владимирский тракт – это у нас шоссе энтузиастов. Это еще ходит даже легенда такая, что по Владимирскому тракту отправляли заключенных. И Сталин пошутил, что шоссе энтузиастов, и кто-то воспринял его шутку за правду, и так и назвали. Владимирский тракт переименовали в шоссе энтузиастов. Потихонечку подойдем сейчас к Путевому дворцу. Это один из парков Москвы, центра Москвы. Это недалеко от метро Красных Ворот. Ну и на сегодня, наверное, все. Сегодня я вас загуляла по садам и всяким оранжереям Москвы. Так что всем пока-пока. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Мне очень приятно ваши комментарии читать, видеть вашу активность на канале. Всем всего самого доброго. Оставайтесь с нами, будем гулять дальше. Да, пока я в Москве, будем гулять по Москве. Тут можно перекусить. Мороженое по 99 рублей.
Душевный глинтвейн 219. Какие-то чизони сырные, я не знаю, что это такое. Наши пончики Они, с кстати, сахарной пудрой вот, и кофе. Вкуснота. Мы с тобой уличные женщины. На улице целый день провели. Я говорю, что этот сад, парк, сад имени Баумана, мне перекликается у меня с питерским Таврическим садом. Не знаю почему. Уютненько, миленько. А вот как раз камера смотрит на Путевой дворец. Вот зеленым синим сейчас мигает. А за ним храм великомученика Никиты с чудотворной иконой Божьей Матери Владимирской.